Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня вы узнаете уникальнейший рецепт домашней маски, которая дает не только подтягивающий эффект, но и очень эффективно сужает расширенные поры, подтягивает брыли. И если у вас обвисшая кожа лица, либо кожа потеряла свою эластичность и тургор, маска очень эффективно подтягивает кожу и справляется с этими проблемами. Эта маска подходит для всех типов кожи. Вчерашний ролик с рецептом маски из куриного желтка обязательно посмотрите. Все ссылки оставлю в первом закрепленном комментарии. Маску можно наносить на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Также аккуратными вбивающими движениями можно нанести эту маску на кожу вокруг глаз и на нависшее веко. Сегодняшнюю маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. После применения сегодняшней маски обязательно поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. Давайте приступим. Сегодняшняя маска очень простая в приготовлении. Белок, который остался от вчерашней маски, в состав которой входил желток куриного яйца, также очень хорошо воздействует на возрастную увядающую кожу. Сегодняшняя маска не только подтягивает овал лица, но и сужает расширенные поры. Активный лифтинг и одновременно питание сегодняшняя маска дает. Обязательно соблюдайте порядок приготовления сегодняшней маски, потому что велика вероятность при неправильном процессе приготовления сегодняшней маски, что маска у вас может не получиться. Белок, который остался от вчерашней маски, мы на несколько секунд оставляем в сторонке и приступаем к первому этапу приготовления этой маски. Для этого нам понадобится крахмал. Можно использовать крахмал кукурузный, также хорошо подойдет и картофельный крахмал. На мой вкус кукурузный крахмал наиболее подходящий для домашнего ухода, так как он более нежный, более мягкий и обладает большим количеством питательных ингредиентов. Для сегодняшней маски нам понадобится половина чайной ложки кукурузного либо картофельного крахмала. Крахмал хорошо уплотняет кожу, делает ее упругой, эластичной. В сочетании со следующими компонентами, которые мы будем добавлять в сегодняшнюю маску, отлично работает. И картофельный или кукурузный крахмал нужно развести с соком алоэ. Если у вас нет под рукой сока алоэ, либо геля алоэ, либо растения, возможно, которые у вас есть на подоконнике, из которого можно извлечь этот питательный компонент, то можно использовать и гель алоэ или алоэ вера. Если у вас гелевая основа сока алоэ, то разведите его обычной кипяченой водой в пропорциях 1 к 1. Я использую уже готовый сок алоэ. Кстати, сок алоэ вы можете заменить на сок огурца, либо на сок капусты. Для сегодняшнего рецепта нам понадобится 1 чайная ложка сока алоэ. Разводим кукурузный крахмал с соком алоэ. Затем тщательно вбейте крахмал в сок алоэ, так, чтобы получилась однородная приятная консистенция, чтобы не было комочков, чтобы крахмал хорошо взаимодействовал с соком алоэ. Сок алоэ дает очень хороший подлечивающий эффект, дает очень хорошее увлажнение для увядающей дряблой кожи. Должна получиться вот такая приятная консистенция. Затем добавьте в эту маску косметическое масло. Можно использовать косметическое масло, которое подходит к вашему типу кожи. Для жирного типа кожи для сегодняшней маски вы можете использовать косметическое кокосовое масло, либо миндальное. Если у вас комбинированный тип кожи, хорошо подойдет масло персика. Если у вас жирный тип кожи, то для сегодняшней маски подходит косметическое масло виноградных косточек. Также для сегодняшней маски вы косметическое масло можете заменить обычным оливковым пищевым маслом. Главное, чтобы оно было хорошего качества. Нужно добавить 10 капель. И также тщательно вбейте косметическое масло в предыдущие компоненты, чтобы они вошли во взаимодействие. Затем в эту уникальную маску добавьте 5 капель сока лимона. Лимон дает осветляющий эффект, идеально подходит для возрастной кожи, хорошо осветляет и улучшает оттенок кожи, способствует более активному отшелушиванию верхних ороговевших слоев клеток в момент смывания. Также сок лимона хорошо взаимодействует с предыдущими ингредиентами. Нужно взять 5 капель.
Также тщательно взбейте все компоненты. И в последнюю очередь нужно смешать эти два уникальных ингредиента, постепенно вливая белок яйца в предыдущие ингредиенты, постепенно их взбивайте, так, чтобы белок вошел во взаимодействие с предыдущими компонентами. В момент приготовления этой маски не торопитесь, от этого будет зависеть качество маски и, соответственно, тот эффект, который она окажет на вашу кожу. И, кстати, если вы сразу в одну емкость добавите все компоненты, которые входят в рецепт сегодняшней маски, и начнете их взбивать, то маска у вас не получится. Тщательно взбивайте все компоненты, так, чтобы они вошли во взаимодействие. После того, как добавили белок, также тщательно взбейте эту маску и не торопитесь. Если вы следовали процессу приготовления маски, правильно добавляли все компоненты, то маска у вас должна получиться приятной консистенции и будет очень легко наноситься на кожу. Эту маску наносите на подготовленную кожу. Перед маской сделайте скраб или пилинг. Если ваша цель сузить расширенные поры, то перед этой маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Как в домашних условиях сделать кислотную скатку, вы также можете найти на моем канале, ссылку оставлю в видео, либо в первом закрепленном комментарии. Наносите эту маску в 5 слоев. После нанесения первого слоя дайте этой маске войти во взаимодействие с эпидермисом кожи, оставьте ее примерно на 1 минуту. Затем нанесите последующие слои. После нанесения последнего слоя держать маску нужно не менее 20 минут. Лучше всего принять горизонтальное положение, чтобы процесс лифтинга был равномерным. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней. И то количество маски достаточно для недельного ухода. В течение недели сделайте эту маску 2 или 3 раза. По истечению 20 минут размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем перед тем, как начать смывать маску. Так как лифтинг, подтягивающие маски дают очень хороший подтягивающий эффект и в процессе подсыхания плохо смываются. Поэтому, чтобы не растянуть свою кожу, обязательно размягчите маску перед смыванием. Затем ополосните водой комнатной температуры и нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. Я с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.